Вкус улиц Вьетнама. Есть блюда, которые просто утоляют голод, а есть такие, которые становятся символом целой страны. Во Вьетнаме одним из таких блюд стал фо. Рано утром, когда улицы Ханоя только начинают просыпаться, на небольших уличных кухнях уже кипят огромные кастрюли с ароматным бульоном. Рядом стоят миски с рисовой лапшой, свежей зеленью, специями и тонко нарезанным мясом. Несколько минут, и перед вами появляется блюдо, которое сегодня знают далеко за пределами Вьетнама. Но настоящий фо – это гораздо больше, чем просто суп. Это история Вьетнама в одной миске. Это традиционный вьетнамский суп на основе насыщенного мясного бульона, рисовой лапши и мяса. Самые известные варианты готовят с говядиной или курицей, но главный элемент здесь именно бульон. Для классического говяжьего фо используют кости, мясо, лук, имбирь и целый набор ароматных специй. И все это не просто варят несколько минут, бульон может готовиться часами, а иногда и значительно дольше. Именно поэтому хороший фо имеет сложный аромат. Одновременно мясной, пряный, слегка сладковатый и очень насыщенный. Затем в миску кладут мягкую рисовую лапшу, мясо, заливают все горячим бульоном и добавляют свежую зелень. В результате получается удивительный контраст. Горячий ароматный бульон встречается со свежестью трав, мягкой лапшой и тонко нарезанным мясом. Точная история происхождения фо до сих пор обсуждается. Считается, что блюдо появилось на севере Вьетнама в начале 20 века, в период французского колониального правления. И здесь начинается интересная часть. Французская кухня оказала заметное влияние на местную гастрономию. В частности, распространение говядины и использование некоторых кулинарных техник могли сыграть роль в формировании современного фо. Но сам суп стал именно вьетнамским блюдом. Особенно важным центром его развития стал Ханой. Со временем фо начал распространяться по стране, а после разделения Вьетнама в середине 20 века получил новые региональные особенности. Так появились заметные различия между северным и южным стилями – север и юг. На севере, особенно в Ханое, фо традиционно отличается более сдержанным и чистым вкусом. Южный вариант, напротив, обычно более насыщенный по добавкам. В миску могут отправиться ростки сои, базилик, лайм, перец, различные свежие травы и соусы. Поэтому один и тот же фо во Вьетнаме может ощущаться совершенно по-разному, в зависимости от того, где именно вы его пробуете. Но лучше всего понять значение фо можно не в дорогом ресторане, а на обычной вьетнамской улице. Утром небольшие заведения заполняются местными жителями. Кто-то быстро завтракает перед работой, кто-то сидит за маленьким пластиковым столиком, а где-то буквально в нескольких метрах от дороги продолжает кипеть огромная кастрюля с бульоном. Именно здесь фо становится частью повседневной жизни, не праздничным блюдом, не ресторанной роскошью, а обычным завтраком, который миллионы людей едят перед началом нового дня, и, пожалуй, именно в этом его особая сила. Но за этой простой миской стоит история страны, ее улиц, ее культуры и людей. Возможно, именно поэтому фо стал одним из самых узнаваемых блюд Вьетнама, потому что иногда, чтобы почувствовать вкус целой страны, достаточно всего одной миски горячего супа. Food awesome – больше, чем просто еда.